Всем привет! Вы на канале Твоя психология. Представьте себе человека, который страдает от галлюцинаций, находит у себя шизофрению, совершает попытки расстаться с жизнью, а потом становится признанным психиатром. Думаете, это невозможно? Тогда устраивайтесь поудобнее, вас ждет много интересного. Сегодня речь пойдет о всемирно известном психиатре Викторе Кандинском. Он жил во времена Российской империи. Кандинский был высоко эрудированным человеком, знал несколько языков, что в то время особо ценилось. Кандинский закончил медицинский факультет Московского университета, но никак не был связан с психиатрией, пока не столкнулся с шизофренией лицом к лицу. Это случилось во время его первого сражения на русско-турецкой войне. Кандинский впал в состояние психоза и бросился в воду, чтобы покончить с собой. К счастью, он остался жив. После приступа о нем заботилась Елена Карловна Фреймут, на которой он впоследствии женился. Запомните ее, эта женщина еще сыграет свою роль в истории гениального психиатра. Кандинский ставит себе диагноз «первичное умопомешательство» и галлюцинаторный первично-бредовый психоз. Позже Кандинский выделит абсолютно новый диагноз – идиофрения, которая соответствует современной шизофрении. Вскоре Кандинский вновь попадет в психиатрическую больницу. После выхода он опубликовал научную статью, которая называется «К учению о галлюцинациях». В ней он написал свое психическое расстройство. Кандинский совершил подвиг, решив подробно изучить свое заболевание, несмотря на его тяжелые проявления. Вот что он пишет в своей работе. Имев несчастье в продолжении 2 лет страдать галлюцинаторным помешательством и сохранив после выздоровления способность вызывать известного рода галлюцинации по произволу, я, естественно, мог на самом себе заметить некоторые условия происхождения чувственного бреда. Кандинский сделал подробное описание галлюцинаций, основанное на собственных переживаниях. Вот что он писал о себе в 3-м лице. Во время своей первой душевной болезни имел постоянные галлюцинации слуха, причем слова, фразы, диалоги, целые стихотворные куплеты доносились до его уха из определенных точек внешнего пространства. Слышались, например, из стен, из соседних помещений, из уст людей, находившихся с ним в одной комнате. Больной под влиянием слуховых галлюцинаций пришел к убеждению, что он находится в руках целого корпуса тайных мучителей, которые окружают его в заведении для умалишенных под видом больных, прислуги и врачей. Каждая из этих лиц, приведя себя в магнетический рапорт с ним, с одной стороны непосредственно узнавала все его мысли, чувства и ощущения до самых мельчайших внутренних движений, с другой стороны могло передавать в его мозг из своего какую угодно мысль или какое угодно ощущение. С тех пор Кандинский продолжает изучение расстройств психиатрической больницы Петербурга. После приступа Кандинский продолжает изучение расстройств психиатрической больницы Петербурга. Позже он начнет работу над основным трудом своей жизни – о псевдогаллюцинациях. В нем будут собраны учения о галлюцинациях, псевдогаллюцинациях и галлюцинаторном бреде. Кандинский описал различия и взаимодействия между галлюцинациями и псевдогаллюцинациями. Давайте кратко познакомимся с содержанием его работ. В отличие от галлюцинаций, псевдогаллюцинации проецируются не во внешнем пространстве, а во внутреннем. Например, голоса звучат внутри головы, больные слышат их как бы внутренним ухом, а видения воспринимаются умственным взором, духовными очами, а не глазами. Если галлюцинации для больного сама действительность, то псевдогаллюцинации переживаются как что-то ненастоящее. От галлюцинации можно отвернуться, тогда как от псевдогаллюцинации нельзя, она следует за движением глаз и головы. Как и галлюцинации, псевдогаллюцинации могут быть разными, например, визуальными, тактильными или вкусовыми. Псевдогаллюцинации возникают спонтанно, независимо от воли больного. Их нельзя изменить или изгнать из сознания. Псевдогаллюцинации могут испытывать абсолютно здоровые люди. Например, когда привязалась какая-нибудь мелодия, которую невольно напеваешь. Они быстро проходят, патологии в этом нет. Истинные галлюцинации могут сочетаться с псевдогаллюцинациями. С одной стороны, больной слышит настоящие в кавычках голоса галлюцинаций. С другой – голоса в голове, которые внушают ему плохие слова и мысли. Часто псевдогаллюцинации носят характер навязчивости, как будто они кем-то сделаны. Больные жалуются, что им насильно показывают картины, вызывают звучание мыслей, действуют помимо воли языком, говорят слова, которые они не хотят произносить, распоряжаются их мыслями. Иногда возникает ощущение, что руками, ногами, телом кто-то действует. Тогда больной вынужден, например, ходить с вытянутыми руками, сгорбившись, без возможности выпрямиться. Так выглядит деперсонализация.
Такое сочетание псевдогаллюцинаций с чувством отчужденности, неестественности, сделанности собственных движений, поступков и мышления было открыто Кандинским и носит название синдрома Кандинского или синдром психического автоматизма. Этот диагноз до сих пор используется в современной психиатрии. Учение о псевдогаллюцинациях принесло Кандинскому мировую известность после издания в Берлине, но в России печатать отказались, сославшись на отсутствие средств. Кандинский активно противостоял болезни, пытался контролировать симптомы и заставлял себя заниматься умственной деятельностью. Цитата. «Вполне освоившись с галлюцинациями, я, не боясь утомлять себя, принялся за книги. Сначала читать было трудно, потому что занятию постоянно мешали галлюцинации слуха, и зрительные образы становились между глазами и книгой. С возобновлением же правильной умственной деятельности галлюцинации стали более бледными, редкими, но прекратились совершенно только спустя несколько месяцев. Кандинский так описывал свою болезнь. «Я испытал обильнейшие и разнороднейшие галлюцинации во всех чувствах, за исключением разве вкуса. Самыми частыми, самыми разнообразными и живыми были у меня галлюцинации зрения, осязания или общего чувства. Первые месяцы болезни галлюцинаций вообще вовсе не было. Этот первый период болезни главным образом характеризовался усиленной, хотя и беспорядочной интеллектуальной деятельностью, так сказать, интеллектуальным бредом, обилие идей, их быстрый и в то же время неправильный ход, ложные и насильственные представления. По свидетельствам коллег, болезнь не наложила отпечатка на его личность. В перерывах между приступами он оставался человеком скромным, отзывчивым, душевным и высокоморальным. Кандинский также известен тем, что предложил новую классификацию психических заболеваний. Сначала в нее входили 15 наименований, а позже это число сократилось до 13. Еще один известный труд Кандинского называется «К вопросу о невменяемости». В те времена издавался указ, по которому предлагалось привлекать душевнобольных к уголовной ответственности за совершенные преступления, кроме тех случаев, когда человек в силу своего состояния не понимает, что творит, либо не может контролировать свои действия. Большинство врачей не одобрили эту идею, посчитав душевнобольных полностью недееспособными. Кандинскому пришлось подробно обосновывать необходимость указа. Он определил критерии невменяемости, которые до сих пор применяются, доказав, что в иных случаях человек может и должен нести ответственность за преступление. Это сделало его одним из основоположников судебной психиатрии. Однако это отняло у Кандинского много сил. Случился третий приступ болезни, во время которого Кандинский принял смертельную дозу препарата. С исследовательской безэмоциональностью он описывал свои ощущения вплоть до потери сознания. Проглотил N граммов опиума, читаю казаков Толстого, затем, уже изменившимся почерком, читать становится трудно. И последние слова. «Я не могу больше писать, потому что я не вижу больше ясно. Света». Помните жену Кандинского? После смерти мужа она потратила все сбережения, чтобы достойно издать рукописи своего мужа. Она не пожелала остаться одна и также покончила с жизнью вслед за своим мужем. А на этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем пока!